Признайтесь, какие чувства у вас возникают, когда вам делают предложение поучаствовать в самой опасной экспедиции в вашей жизни? Страх, смятение или волнение? В нашем случае мы испытали большое любопытство узнать, что же такое настоящий альпинизм, увидеть предел своих физических возможностей и побывать на одной из самой красивой вершине мира – Хантенгри. Анвар, Айсулу, мы верим в вас. У вас все получится. Поэтому мы долго не раздумывали над этим предложением. Когда судьба дает такой шанс, надо им пользоваться. Это самый сложный вызов в моей жизни. Мне безумно страшно, очень страшно. Шансы, что мы взойдем на пик, очень низкие, но шансы погибнуть выше. Это достаточно большая высота, 7010 метров над уровнем моря. Это может быть большой мечтой жизни. Попробовать и узнать, что такое Хантенгри. Чтобы отправиться в экспедицию, первым делом необходимо купить снаряжение. Стоит признать, что экипировка стоит достаточно дорого. Но на этом экономить нельзя, ведь здоровье дороже. Так как нам предстояло не только пешее восхождение, но и скалолазание по вертикальным склонам, я прошел базовые тренировки по скалолазанию. В отличие от меня, у моей напарницы Айсулы Азимбаевой опыт в этом деле был куда богаче. Ну и, конечно, на высоте нам нужны будут витамины. Мы будем сжигать от 2 до 3 тысяч килокалорий в день. Полезное питание только повысит наши шансы на восхождение. Осталось дело за малым – застраховать жизнь и подписать расписку о том, что при возможности несчастного случая ответственность берем на себя. Ну что, все, в путь, мы готовы. Ася, ты готова? Да, мне уже стало не так страшно, потому что назад дороги нет. Едем, времени мало. Да. Я не женщина, я альпинист. На удивление, в нашем микроавтобусе единственными из Казахстана была только наша команда и водитель. Ну вот мы приехали в базовый лагерь, высота 2200 метров над уровнем моря. Здесь мы пробудем 2 дня, и после мы отправимся на акклиматизацию в следующий лагерь. Вау! Это предбанник. Здесь будут спать наши рюкзаки. А вот так выглядит. Мама дорогая. Нет, ты глянь. Как это называется? Медовый месяц? Ну, На двоих. При большом желании можно поместиться и втроем. Но здесь будет де юра, зона де юра. нейтральная зона. Уже темнеет, и осталось поужинать, ложиться спать. И завтра с утра мы отправимся в наш первый пробный тренировочный поход. Первая ночь. Неплохо. When I wake up in the morning, drinking coffee on my balcony, trees are dancing to the whistle of the wind. Lord, I'm thankful for everything. Во время подготовки к восхождению необходимо адаптироваться к новым высотам и держать мышцы в тонусе. Наш тренировочный поход состоялся по горам Каркары, и в очередной раз мы убедились, насколько красивы Тянь-Шаньские горы. Really beautiful weather and the views of the plateau were amazing. Really? From the cradle to the grave, you give me everything I've got. Господи, в каком красивом месте мы живем. And I'm thankful every day. Lord, I'm thankful for everything.
так вот. Казахский рай. Еще должна быть где-то Лошадь. конина, да. Лошадь. Сюрленген нет, где-то должно быть уже. Вокруг настолько живописно, что ты будто растворяешься в этой девственной природе. Я так спокойно. Мне кажется, меня сейчас ничто не может вырубить. Я покоряюсь этому пространству. Будь что будет, серьезно. Базовый лагерь Каркара является первым перевалочным пунктом, где альпинисты со всего мира собираются и ждут своего вертолетного рейса к подножию Хантенгри. Перед вылетом необходимо проверить снаряжение. В альпинизме, как и в парашютном спорте, каждый собирает свой рюкзак самостоятельно. Это вопрос личной безопасности. Мы отрезали 35 метров обвязочной веревки. Это то, что будет связывать меня с Айсулу. Айсулу, держи. В общем, теперь... Мы с тобой как из одной пуповины. Да, все. It's a hello. It's hello. Да. Чувствуешь? Если что-то пойдет не так, то эта веревка наш последний шанс выжить. Альпинист должен уметь быстро собирать палатку, пафосно носить солнцезащитные очки, завязывать узлы, собирать рюкзак, пользоваться жумаром или дорубом. Ну все, команда к экспедиции готова. Осталось дождаться только вертолета. Нам сказали, что ожидать нашего рейса придется около 5 часов. Потихоньку уже начала подкрадываться скука. У меня есть идея. Интернета не было, и мы коротали время как могли. Уверен, что самые прогрессивные чабаны нашей современности уже вовсю используют дроны для своей деятельности. Умей поставить в радостной надежде на карту все, что накопил с трудом. Все проиграть и нищим стать, как прежде. И никогда не пожалеть о том. Вот следующий куплет нам очень важен. Умей заставить сердце, нервы, тело тебе служить, когда в твоей груди уже давно все пусто, все сгорело. И только воля говорит: иди. Мы сегодня уже 3-й день в базовом лагере, до сих пор не можем вылететь. Сегодня утром улетели вперед нас американцы, потом должны были полететь финны, но финны тоже не полетели. Я этому рад. Не так обидно хоть. Ну, как говорят диспетчеры, завтра нас уже выпустят. Ну, все, что не делается, так к лучшему. Как-то вот какой-то нет спешки, все спокойно. В общем, мне кажется, это затишье перед бурей. Какая вкусная шоколадка. В горах все вкусно. Все. Тогда весь мир ты примешь во владение. Тогда, мой сын, ты будешь человек.
Из-за погодных условий мы вылетели на 2 дня позже, но это никак не сказалось на нашем боевом настрое. Страшно представить, взлетим мы вообще с этим или нет. Перелет до базового лагеря «Северный Инельчек» занял 40 минут, и на протяжении всего пути можно было наблюдать, как меняется ландшафт Земли. В следующий раз вертолет вернется лишь через 7 дней. Шикарные условия, мой друг. Неплохо. Ануар, я вас официально поздравляю с тем, что вы добрались до базового лагеря Спасибо. «Северный Взаимно. Инельчек» и имеете самый красивый вид в мире. Говорят, сегодня первый день, хорошая погода, и пусть это будет маленький знак. Хан-Тенгри потрясает своим величием и красотой. Впервые человек взошел на эту гору в 1931 году. С тех пор каждый год сотни альпинистов со всего мира приезжают сюда попытать силы и судьбу, чтобы зайти на него вновь. Прибытие вертолета – это всегда событие для базового лагеря. Вместе с альпинистами на ледник доставляется провизия, горючее и даже новости из цивилизации. На высоте 4000 метров уже начинаются первые симптомы акклиматизации, и чтобы быстрее адаптироваться к высоте, нужно находиться в постоянном движении. Поэтому важно найти себе занятие. Знакомьтесь, это начальник лагеря «Северный Инельчек» дядя Муха. Между прочим, кровообращение меньше двигается и начинает головной боли. Поэтому жидкость побольше пейте, тогда будет нормально. Это единственное место в лагере, кроме палатки, где можно снимать очки днем. Иначе на улице за 15 минут можно получить горную слепоту и вообще лишиться зрения. Пообедаем? Пообедаем. В горах всегда все очень вкусно и всегда хочется есть. Первым делом нужно сходить к врачу, замерить исходные данные и понять, какое сейчас состояние здоровья. Вы, наверное, уже проинформированы насчет акклиматизации организма. Конечно. Эту процедуру мы будем проходить перед каждым восхождением. Нехватка кислорода и пониженное давление могут сильно сказаться на самочувствии и физической форме альпинистов. Пониженное? А должно быть повышенное? Но если возникнут жалобы, то мы здесь. Обращайтесь. Хорошо, пульс нормальный? Пульс нормально. Первый день по прибытии в лагерь очень важно сходить под маршрут, то есть там, где начинается само восхождение, чисто психологически подготовиться, увидеть, откуда мы начнем наш путь. Переход через ледник занимает 30-40 минут, и каждый раз перед восхождением нам придется проделывать этот путь. Путь по неровным поверхностям ледника «Северный Инельчек».
переполняют эмоции. Я так рад, что на протяжении стольких дней я буду лицезреть эту красоту. Представляешь, мы будем с тобой просыпаться и видеть Хан. В первую очередь я буду видеть твое лицо, конечно. И только потом Хан. Ну вот мы и дошли до начала тропы, по которой нам придется делать восхождение. Если такая будет погода сохраняться, то у нас очень высокие шансы подняться. Ой, тут началась горняшка. У этого финского парня, похоже, тоже. Высотная горная болезнь не обошла стороной и меня. Ощущение, что тебя по голове нежно бьют кувалдой. Что-то башка болит. Климатизация. Есть такой секрет, если у вас болит голова и акклиматизация еще не действует, нужно много работать. Поэтому те, у кого больше всего болит голова, тот копает туалеты. Либо тот устанавливает палатку, либо тот несет самый большой груз. На часах 7 утра, и мы отправляемся на заброску в первый лагерь предметов первой необходимости. И нам поможет шерпа по имени Мукту. Мукту сделал 15 эверестов, и сегодня он нам будет помогать в преодолении первой нашей дистанции. Первая заброска была настоящим испытанием на выносливость. У каждого из нас рюкзак весил около 15 килограммов. Первый лагерь находится на высоте 4500 метров. На этой высоте нехватка кислорода чувствуется еще острее. Trying to freeze, just trying to free a reckless heart. Да! Да! Где лагерь? Ну все, мы прибыли в лагерь. Первый палаточный лагерь. Оставим здесь часть еды. Палатку соорудим. И пойдем. И честь, чтобы за ней вернуться вновь, Ануар. Ты честью, кстати, разбрасываешься. Вы даже себе не представляете, насколько может быть вкусной Кока-Кола. Но для этого нужно подняться выше 4500 метров. Вы знаете, почему женщины ходят реже в горы, чем мужчины? Потому что очень проблематично ходить в туалет. Если бы наша камера сейчас пробивала рентгеном, то за этой палаткой вы увидели бы интересное зрелище. Айслу, как? Нормально все там? Все, что мы сегодня тащили на себе, это остается здесь до лучших времен. Чтобы вы знали, в горах есть кодекс чести, и альпинисты никогда не заходят в чужие палатки и не воруют. Ну, правильно, альпинисты. Вот. Мы надеемся, что этот кодекс чести будет соблюден во время нашего восхождения.
первой задачей мы справились без потерь. Жизнь в базовом лагере «Северный Инельчек» спокойная и размеренная. Здесь проживает более 80 альпинистов со всего мира. Абсолютная высота лагеря 4045 метров над уровнем моря. Он находится на гигантском леднике, который немного движется. В прошлом году лагерь был совсем в другом месте, на 100 метров дальше отсюда. Ассортимент глаголов, используемых в лагере, не так уж велик. Собирать снаряжение, спать и кушать. О, как раз время переходить к последнему занятию. К сожалению, у нас проблемы со связью, с интернетом. И мы уже 6-й день не можем донести до наших родителей информацию, то, что с нами все окей, все нормально. Придется по системе рации а-ля пейджер передавать информацию в базовый лагерь Каркару. И они уже передадут информацию нашу. 722 87 44. Карима, мама Айсулу. Карима, мама Айсулу. Теперь мой номер. Теперь второй номер. 120 22 84. Позвонит Даняр, Караганду и Алмату, все хорошо. Я так понял. Все, хоть весточку отправим. Жалко, конечно, односторонне, но хоть так. Чтобы эстетично. Во время заброски на второй лагерь мы будем чаще использовать наше снаряжение, поэтому проверить его обязательно условие перед выходом на следующую высоту. Два дня мы будем ночевать в горах на высоте 4600 метров. Акклиматизация. Первая ступень. Ну что, go. Ну все, it's time to пахать. Что интересно, во второй раз идти уже намного легче. Организм уже адаптировался к высоте и готов вырабатывать больше продуктивности, чем в первый раз. Но в некоторых участках тяжесть все еще ощущается. С каждым метром становится тяжелее и тяжелее. Такое ощущение, что на спине несешь какого-то человека. Каждый раз задаешь себе вопрос: нахера? Зачем ты это делаешь? Но как только ты доходишь до верха, ты находишь на этот вопрос ответ. Так, палатки на месте, Айсулу на месте. Сейчас сделаем вкусный инста-ланч. Во время восхождения очень важно четко рассчитать запасы еды. Любой просчет может сорвать экспедицию. Рацион питания альпинистов во время восхождения очень скромный. Сублиматы, крупы и еда быстрого приготовления. После обеда мы решили прогуляться в соседний лагерь к нашим новоиспеченным друзьям из Европы. Чай. Hi, how are you guys? Привет.
Фу. 8-й день экспедиции. Мы направляемся на второй лагерь. Высота 5400 метров. Адаптационная, акклиматизационная прогулочка. Ну и заброс кое-какой провизии, еды. Путь во второй лагерь был очень тяжелым. Средний угол наклона между первым и вторым лагерем 70 градусов. Наверх смотришь, и настроение падает. Потому что понимаешь, что тебе еще пахать и пахать. Воздуха все меньше и меньше. Такое ощущение, что кто-то душит. Погода сильно испортилась, да и мы жутко устали, поэтому мы возвращаемся обратно, отправляем Мухту вперед, чтобы он отнес некоторые продукты туда вверх. Мы так устали, просто пиздец. Пиздец устали. Отличный план, Ануар. А где мой спальник? Возвращение в базовый лагерь становится целым праздником для организма. Ведь здесь можно умыться, вкусно поесть и нормально выспаться, чтобы восстановить силы для следующего восхождения. Самое интересное время в базовом лагере – это, безусловно, вечер после ужина. Отсутствие интернета и голод общения сближает людей. Все разговоры в это время в основном только об альпинизме и восхождении на Хан-Тенгри. У каждого в этом лагере своя история. Кто-то пытается взойти на Хан уже в 5-й или 6-й раз, кто-то в поисках тишины и спокойствия бежит от шумной цивилизации, а кто-то на протяжении 15 лет преданно служит этому холодному и вечному леднику. Но всех их объединяет большая любовь к этим фантастическим пейзажам. Кстати, даже Роза Рубаев поет эту песню. И листьев көктемде гүл ашқан, көздеріне ғашықпын. Этим горам сотни миллионов лет. Сколько поколений параллельных жизней пережили они, переживут и нас. Но этот день я помню как сейчас. Когда мне сообщили эту новость, сошла самая большая лавина за все время экспедиции. Новость, которую принес вертолет. Сегодня пришла новость о смерти хорошего друга, очень светлого человека, Дениса Тена, которая просто выбила всю землю из-под ног. Странное, конечно, ощущение, что уже 6 дней человека нет, а мы сегодня только об этом узнали, и это ужасно. Можно ли позволить этой новости сломить себя, либо наоборот взять волю в кулак? С этим, конечно, сложно смириться, но нужно идти дальше. И в светлой памяти о нем, о том, чему, наверное, он учил каждого из нас, этого бесстрашия, бешеной силы воли, взять вот это все
и все-таки сделать восхождение на тот максимум сил, который есть. Похоже, эта шокирующая новость сильно отразилась на самочувствии Айсулу. Не успели мы выйти из лагеря. У Айсулу начались проблемы с сердцем. Короче, пойдем теперь одни. My friend, the skies are bright. I see orange light. I want you to know that I love you so. Я в шоке. Ступенчатая акклиматизация творит чудеса. Ту дистанцию, которую мы проходили за 4 часа, сегодня мы прошли за 1,5. И это в очень медленном темпе. Погода стала ухудшаться, и идти становилось все сложнее и сложнее. Мы разработали новый график и решили не спускаться, попробовать не спускаться в базовый лагерь, потому что времени мало и не особо хочется терять дни, силы на то, чтобы спускаться и обратно возвращаться. Поэтому будем идти степ-бай-степ, каждый раз поднимаясь все выше и выше и адаптируясь к новой высоте. Если вы думаете, что топленый снег – это самая чистая вода, то вы будете правы. Но она не является самой полезной. В этой воде нет полезных микроэлементов, и эта вода не задерживается долго в организме. Но иного выхода нет. Очень надеемся, что завтра погода будет нормальная, солнце откроется, потому что в такую погоду идти невозможно. Блять, наушник выпал. Нашел. Кто тут у нас поет? Дядя Муха? Самалбулов! А как полное имя ваше? Вообще-то как полное имя? Да. Ой, Кудайберген. Кудайберген? А почему Муха? Ташмамбетов Кудайберген Сатвакасович, полный мой. Дядя Кудайберген, оказывается. 11 букв. Мы приступили к выполнению нашего нового плана. Идти до самого верха, не возвращаясь в базовый лагерь, пока позволят силы. Сказать, что нам было тяжело, это ничего не сказать. В тот день я устал так, как никогда в своей жизни. С утра мы выдвинулись во второй лагерь, но очень сложно идти по рыхлому снегу. Вчера всю ночь шел снег, и ноги проваливаются. Каждый метр отвоевывался у гравитации с очень большим трудом. В какой-то момент хотелось все бросить и вернуться обратно. Но мы понимали, что на этой высоте легче и безопаснее уже дойти до второго лагеря. На этом отрезке мы выжили из себя все, что можно было, и даже больше. 8 часов упорного труда дали свои результаты. Мы дошли до второго лагеря. Я думал, второго лагеря не существует. Но самое сложное нас ждало впереди. Сегодня была, пожалуй, одна из самых тяжелых ночей за всю экспедицию. Просыпался каждые 20 минут от нехватки кислорода. Сердце колотилось. Ему приходится работать больше, чтобы из разряженного кислорода выжимать необходимое количество для поддержания жизни.
какие-то моменты было страшно засыпать, потому что я боялся, что вдруг я не проснусь. Такие случаи здесь были. И были с ребятами, которые пробегали марафонские дистанции. Сегодня я очень сильно заскучал по Алмате, по своей комнате, по возможности утром выйти и где-нибудь позавтракать, заказать себе кофе, съесть круассан. Я очень сильно соскучился по этому. В высокогорье очень плохой аппетит. Мне приходится заставлять себя, чтобы была энергия. Акклиматизация — это очень долгий, неприятный процесс. Никуда не денешься, просто ждешь. Терпишь головные боли, учащенное сердцебиение и ждешь, когда тебя отпустят. Это было самое сложное, что я когда-либо делала. Это было так сложно, что просто пиздец. Я понимаю. Завтра зайдем на 5700, ну если я встану, и станем выше Эльбруса. Весь день болит. Сон был ужасный. Вы уже покушали? Нет. На тот момент я уже не ел 2 дня. Такой сегодня снег выпал. До туалета добраться теперь тяжко. Это утро было потрясающим. Проснуться выше облаков, будто проснуться во сне. Но даже такая красота не дает радости, когда вас до сих пор держит горная болезнь. У нас пошел просчет по еде, и сейчас у нас хватает еды на 4 дня. Фактически нам нужно провести в горах еще 6 дней. Не знаю, но меня от всего уже тошнит просто. Что бы я ни поел, постоянно все это выходит обратно. Сегодня мы попытаемся зайти на вот эту полочку. Около 100 метров вертикального подъема. Посмотрим, на что хватит нас. Состояние просто никакое. Сделать 10 шагов — вот такая сложность. Амбиции человека всегда устремлены вверх. Ведь принято, что успех всегда где-то высоко. Там, где высокое положение, где тебе дают высокую оценку. Там высоко, где ты еще не был. Но иногда нужно сделать паузу и реально оценить свои силы. Чувствую, что это были мои последние силы. Ну, обидно, конечно, хотелось выше, но когда здоровье не позволяет, невозможно прыгнуть выше своей головы. Пожалуй, на этом мои амбиции ограничиваются на этой высоте 5500 метров.
Хан, мы еще с тобой встретимся. I'm gonna be alright. Наши шансы взойти с первого раза на Хан-Тенгри были ничтожно малы, и мы это понимали. Но если бы мы не поставили цель взойти на вершину, то мы никогда не дошли бы до второго лагеря. Благодаря этой экспедиции я на себе почувствовал, насколько тяжелый, опасный и в то же время завораживающий вид спорта альпинизм. И он точно не для каждого. Я никогда так сильно не радовался тому, что оказался на твердой поверхности. Меня поймет лишь тот, кто был там, на высоте. Именно там происходит настоящая переоценка ценностей. Моя жизнь четко разделилась до восхождения и после. Айсулу осталась еще на один день во втором лагере и дошла до высоты 6000 метров, побив свой личный рекорд. Наш оператор Александр Кузнецов взошел на 5800 метров. И я, Ануар Нурпеисов, 5500 метров. Горы стояли и будут стоять, а мы вернемся. My friend, the skies are bright. I see all